Здравствуйте, меня зовут Данил, и я из Днепропетровска. Приехал поучаствовать в новом виде спорта, который похож на мой базовый, а также новый по всему миру. И интересно попробовать, что это такое на собственной шкуре. Мой базовый вид спорта — это кикбоксинг и бокс, поэтому это работа в стойке, на дистанции. Посмотрим, какой будет соперник. В зависимости от этого уже и будет меняться картина. Ты всегда можешь запланировать одно, а в бою это всегда получается как-то по-особенному, по-своему. Карантин внес какие-то коррективы в подготовку, но тем не менее как-то получилось. Посмотрим, бой покажет. Настрой на бой стандартно. Подготовка закончилась, поэтому сейчас надо выйти, показать все, что наработано, и где-то, может быть, симпровизировать. Зрителям желаю насладиться яркими, интересными боями. Надеюсь, показать такой. Мене звуть Гріша, я з міста Костопіля, Рівненська область. Я прийшов на проєкт з ціллю показати себе і перевірити свій характер. Переваги я не рахую, що маю, тому що бій непредсказуємий, в бою кожен може показати себе з найкращої сторони. Підготовка моя трішки змінилася. В переважності до першого бою я готувався, не знаючи, що таке кулачні бої, а до другого бою ми з моїм тренером підбирали нову тактику і нові фішки в бою. Мій настрій на бій позитивний, і я приїхав сюди тільки перемагати. Следующую пару. Представляем первого бойца. Гребенюк Данил по прозвищу Красавчик. Данил приехал к нам из Днепра. Его рост 180, вес 78, и ему 25 лет. Чемпион Украины по кикбоксингу. Сегодня Даня дебютант в нашей организации, но надеюсь, он покажет крутой зрелищный бой. Давайте его поддержим. Представим его оппонента, Тершак Григорий по прозвищу Гриша. Гриша приехал к нам из города Ровно. Представитель команды Проджат Тим. Его рост 178, вес 78, и ему 19 лет. Участник первого турнира. В первом турнире он одержал победу над Сысоевым Ильей по прозвищу Бурый. Показал зрелищный и красивый бой. Надеемся увидеть от Гриши сегодня то же самое. Поддержим бойца. Бойцы на середину.
напоминаю правила. Височная, затылочная часть мы не бьем, позвоночный столб не бьем. Когда ныряете, очень будьте аккуратны, прилетает в затылок. Клинча много не дам, потому что, как правило, будет травма по затылку. Поэтому красивый, честный, кулачный бой. Слушаем мои команды, после команды «Стоп» не работаем. Ок, пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Гриша, победитель первого сезона. Ну и в желтых тейпах у нас дебютант. Красавчик. У нас сегодня был уже красава. Здесь и красавчик. Вообще у нас здесь все красавчики. Да, однозначно все красавчики, все достойные ребята, воины. Отличный джеб в исполнении красавчика. Ну, мы отметили, кстати, его вот телосложение. Да, явно в неплохой форме. Да, в неплохой форме, но немного оступился. Работаем, работаем. Отличный боковой. Хорошая стойка, кстати, у красавчика. Такая более сгруппирована. Сейчас хорошо в атаке был. Да, и вкладывается полностью в каждый удар. Если что-то попадет, то, думаю, Гриша будет не очень сейчас хорошо. Гриша хлесткал Сейчас Гриша поймал. как плетью просто Брейк, стрельнул. Бой! Хорошо попал как плетью. Сблизился отлично, сразу прям же просто. идет И прям в корпус атаку обрабатывает. красавчик. Брейк, брейк. Бой! Да, с корпуса начинает. Красавчик пытался его словить боковыми. Отлично, на выходе выдал левый боковой. Но Гриша. красавчик не сдает напора. Не отступать, не отступать. Есть напор, и случайно Время. есть, да, удар в пах. О, очень болючая тема. Предупреждение. Готов? Время. Бой! Да, бой продолжается. Отлично с корпуса, просто. Посмотри, как он прям четко. Очень хорошо. Он все Джаб. атаки начинает с корпуса, но Опять есть такие колено. моменты, когда он сильно нагибается, прям просто Брейк, ныряет. брейк. Да, когда он Позвоночник. пытается взорваться, именно Перестану давать клинч. Сильно Бой! низко и у него наклоняется. меньше получается, потому что он так... Сейчас обоюдно так зарубились ребята. Хорошо встретились, прям жестко. Открыто, сильно открыто пошел на него. Последние 10 секунд первого раунда сильно открыто на него пошел Гриша. Бой! Сам, потихоньку. О, отличный боковой! Вот это был боковой. Красавчика. Зацепил, зацепил. Да, и вкладывается полностью в каждый удар. Если что-то попадет, то, думаю, Гриша будет... Вот, это сейчас Гриша Хорошо. хлесткал Сейчас Гриша поймал его. как плеть, просто стрельнул. Сразу же идет в атаку красавчик. Да, с корпуса начинает. Красавчик пытался его словить боковыми. Отлично, на выходе выдал его боковой. Красавчик не сдает Не напора. отступать, не отступать, есть напор, если случайно Что есть. там? Так, дорогие друзья, второй раунд. Красавчик в желтых тейпах. 5 Гриша секунд в готовы. черных. Судьи готовы? 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 Второй раунд. Время. И Бой! поехали. Второй раунд. Сейчас посмотрим, как будет дожимать красавчик и что будет, чем будет отвечать Гриша. О, сдвоенный джеб, острый сдвоенный джеб в исполнении красавчика. Еще один джеб, от которого Гриша. просто пятится назад Гриша. И да, вот, Стоп! Стоп! ой-ой-ой, прям очень Клинч жестко давать не буду. Ну сработал. вот Там, поэтому мне не кажется, даю. Бой! да, вновь попал выше уха и вновь попал вперед. Правый сразу. Очень Красавчик. агрессивно работает красавчик. Стойки работаем. Бой! Агрессивно Нереально и агрессивно. эффективно. Хорошо О, сейчас сейчас пробил хорошо печень. Гриша подловил. Гриша есть, да. Сигнализирует красавчик, что попал по затылку, но я думаю, это не совсем было умышленно. Ну и красавчик там в корпус пробил неплохо. Да, у него все атаки в основном он акцентно делает с корпуса, да, вот как есть здесь Хороший передний. джаб в корпус.
О, хорошо А вот подавил. это впервые Бэквист, который был именно вовремя выброшенный. Четко попал Бэквистом. Видим, немного пятится назад, поддавливает его красавчик. И вновь начинает с корпуса, на чем и ловит его Гриша, вновь пятится. Да, есть этот момент, конечно, агрессивный стиль у красавчика. Давай с правой! Стоп! Фух, переживает мое сердце уже. Не застаивайся! Да, говорят, не застаиваться. Больше, да, передвигаться нужно на ногах Гриша, но как только он подходит спиной к мешкам, тут же налетает на него красавчик, и все, это Сам к нему, ну подойди к нему! уже начинает заигрываться, начинает красавчик и ловит. О, хорошо ушел. Отличный прямой мешок. Стоп! И конец раунда, дорогие друзья. Прям вот, ты знаешь, Этот раунд был более ровный. более ровный, они прям кость в кость идут в этом раунде. Да, когда он пытается взорваться. Сильно низко, у него меньше получается, потому что он... Сейчас обоюдно так зарубились ребята, хорошо встретились прям жестко. Хорошо А вот это впервые Готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Третий заключающий раунд. Время. Бой! Давай, сам понавязывай! Сам ему понавязывай! Ну! Чего ты отстаиваешь? Я еще не видел, в принципе, атаки Гриши, но чтобы он первым номером работал, сейчас хорошо себя показал Гриша в этом эпизоде. Но это просто красавчик, как по мне кажется, он затаивает, как что-то готовит, присматривается и прям вот... О, отлично, На отходе напряжение неплохо сработал. сработал Гриша. Да, но хорошо сработал и Гриша. Как только на него полетел вперед красавчик, сразу полетели боковые, взорвался на боковых Гриша. Хорошо в корпус. Вот этот джаб у него очень хорошо проходит. И сейчас левый боковой там немного не акцентировал его, но тем не менее попал. Время. Григорий. Хватит. Очень ждем такой поединок, Время. который держит Бой. до конца в напряжении. Ну, поджимай, Вновь заходит. Сука, вы слышите или нет? Бой. Неужели, сука, тяжело поменять? Прям очень. Грише очень сложно, но ты посмотри, он выдал. Уже минус балл. Это уже третья. Минус балл получает Гриша. Бой. Нужно собраться. Я смотрю, это просто только разозлило красавчика. Гриша, что стоит? Разозлило это красавчика. Просто, мне кажется, у него такая пружина заряжена сейчас в ударе. Он и так был заряжен и агрессивен, а сейчас, думаю... Просто ему катушки сейчас светит. 20 секунд осталось. Давайте поддержим бойцов. Бой. 20 секунд дорабатываем. Давай, руби! Гриша, к нему, говорю! Да, к нему! Последние секунды у нас. И опять Бэквист залетел. Попал он Бэквистом. Я просто не представляю, какая злость сейчас просто у красавчика. Но тем не менее, не пожали руки. Я показал Гриша в этом эпизоде. Но это просто красавчик, как по мне кажется, он затаивает. Что-то готовит, присматривается и прям вот... О, отлично, На отходе напряжение неплохо сработал Гриша. Да, но сработал и Гриша, как только на него полетел вперед красавчик.
Бойцы на оглашение. Как я выгляжу? Красавчик? В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Гребенюк Данил по прозвищу Красавчик. Очень яркий бой, крутой дебют. Чуть-чуть Грише не хватило, но он один из самых молодых бойцов нашей лиги. Ему 19 лет, базовый тайский боксер. Я думаю, его тренер учтет и сделает поправки в подготовку. На самом деле показал отличную стойкость, есть над чем работать. И это тоже маленькая звездочка нашей, пока еще не такой большой организации. Я думаю, у Гриши есть большое будущее в наших поединках. Гриша, скажи, пожалуйста, несколько слов и спасибо тебе большое. Всім привіт, пацани. Я що можу сказати? Я опять кайфанув від цього шоу, того що прикольно себе провіряти. Да, я вибачаюсь перед тобою, Льоша. Я проїбав, просто проїбав. Тут немає ніяких оправдань. Я буду працювати над собою. Тобі спасибо. Це в мене перший опит з таким старшим пацаном в бою. Трошки прочувствував щось. Буде мені наука. В принципі, класно. Спасибо вам всім. Це реально класне шоу. Я реально кайфую. Хотів би передати привіт своїй сім'ї. Я вас люблю. Мам, не переживай, що я б'юсь тут. Я просто це люблю. Дякую всім. Красавчик. Перейдем к нашему победителю. Красавчик Даня, прозвище себя оправдывает. На самом деле он очень ярко ворвался в нашу лигу. И это претендент, я думаю, в этом весе, как и Гриша, на чемпионский пояс. Поздравляю тебя с победой. Ты молодец. Как тебе наш дебют? Точнее, твой дебют в нашей организации. Спасибо. Спасибо большое. Я очень кайфанул от самой организации. Все на максимально высшем уровне. Я подобного никогда в подобном не принимал участие. И очень радует, что у нас в Украине есть образец как бы нового развивающегося спорта, который представлен крутой компанией, крутыми спортсменами. Вообще классная организация. Спасибо вам огромное за то, что вы это делаете. Всегда хотел в таком поучаствовать. И рад победе. Спасибо тренеру большое. Олега тут уже все знают. Колю Кеуша, моему ближайшему товарищу, который меня сегодня провожал к рингу. И всем моим близким. Мама, тоже не переживай. Спасибо вам. Мама — это святое. Саша, оцени этот поединок, пожалуйста. Данил, он же красавчик, просто красавчик. На самом деле показал очень качественную технику бокса, и ему надо отдать должное. Я с ним встречался в зале, я видел, он готовится. Мы в одном зале с ним иногда занимаемся. Он показал реально классную технику бокса, очень заряженный, очень сильный боец. И, когда такие удары пролетают, то очень стрёмно даже здесь сидеть. Грише надо отдать должное, потому что у соперника реально на уровень выше техника, потому что он более боксом занимается. Гриша показал реально стойкость, и он отстоял 3 раунда. И на него не стоит злиться, что он там колени где-то вставлял, это оно автоматически, потому что очень тяжело перестроиться, и тем более, когда реально соперник сильный. И, в общем, респект пацанам, показали очень крутую рубку, молодцы. Есть куда расти еще, и они покажут еще. Ну что ж еще добавить, реально хороший бой, мне очень понравился, то есть 4 вообще с плюсом, бомба, мне понравилось. 5. Гриша молодец. Единственное, что, мне кажется, не дослушал все-таки тренера. Тренер у тебя очень толковый, но где-то ты немножечко, мне кажется, летал и не слушал его, так сказать, наставления, которые он тебе говорил. Но я думаю, все у тебя еще получится. Даня, красавчик. Но единственное, поздравляю тебя с победой. Хотелось бы сказать, чтобы все-таки было побольше уважения. Я понимаю, что эмоции есть, я с тобой абсолютно согласен и солидарен, но немножечко сдерживаться, не оскорблять своего оппонента. Я понимаю, я все прекрасно понимаю, просто немножечко сдерживаться, уважение. У нас есть очень хорошие судьи, которые видят прекрасно все, видят все нарушения, и они обязательно их засчитают. Святое задел, понимаешь?
Понятное дело. Спасибо вам, мужики, за бой. Вы реально крутые. Тебя с победой, красавчики. Хороший поединок, он заслуживает бонуса. Ребята, спасибо вам большое. Меня зовут Николай Кеуш, и я из города Киев, представляю клуб бокса «Казак». Приехал показать себя еще раз, так как в прошлый раз не до конца раскрыл свой потенциал. Надеюсь, в этот раз все получится. Мое преимущество в бою – то, что я являюсь классическим боксером. Я мастер спорта по боксу, уже многие года дерусь. И я думаю, что в этих боях мне не будет никаких проблем. Моего опыта хватит драться с любым. Моя подготовка к бою в этот раз практически не отличалась от прежней. И я просто добавил скорости, мы обсудили новый план, и я надеюсь, в этот раз мы закончим еще быстрее. Мой настрой на бой на этот раз максимально заряженный. Я готов выйти и показать настоящую рубку. Привет всем, меня зовут Владислав Павлишин, я из города Хмельницкий, мне 22 года. Я с целью сюда приехал как бы вообще не намерен был ехать на кулачные бои, это вообще случайно произошло. Мне друг позвонил, предложил поехать на кулачные бои, я думал, если я не поеду, буду жалеть, что не поехал. Вот поехал, первый поединок свой провел, выиграл досрочно, как увидел, что не зря сюда поехал. И думаю, второй поединок тоже нужно проводить как бы красиво. Мое преимущество будет то, что обладаю очень мощным физическим ударом. Много нокаутов. Я даже не знаю, какой это по счету был у меня предыдущий бой. То есть обладаю физической мощью. Подготовка как была, так и была, по сути, та же. Тренировался, ебашил. Ну, настрой боевой, приехал сюда только за победой. То есть только вперед, ни шагу назад. Спасибо вам. Итак, знакомые уже нам ребята. И представим первого бойца. Кеуш Николай. Коля представляет город Киев. Его рост 180, вес 65, и ему 20 лет. Является мастером спорта по боксу. Также является профессиональным боксером. В первом турнире продемонстрировал хорошую рубку и одержал победу в поединке с Калашниковым Антоном по прозвищу Тяпа. Надеемся, сегодня он покажет не менее зрелищный поединок. Давайте поддержим Колю. И поприветствуем его оппонента, Павлишин Владислав по прозвищу Чернобровый. Приехал к нам из города Хмельницкий. Его рост 176, вес 64, и ему 21 год. Является КМСом по боксу. В первом турнире сделал один из самых быстрых нокаутов, нокаутировал бойца за 10 секунд. Я думаю, сегодня он покажет зрелищный и настоящий крутой поединок. Давайте поддержим Влада. Бойцы на середину. Вось правила знакомы. Главное, честный, кулачный, красивый бой. Затылочная, височная, позвоночную часть не бьем. Услышали? Слушаем мои команды внимательно, выполняем. И после команды «Стоп» не работаем. Разошлись. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд. Время. Бой! Что же, дорогие друзья, участники первого сезона Кеуш Коля против Чернобрового. Кеуш в желтых тейпах, Чернобровый в черных. И он начал этот поединок. Да,
Кеуш очень хорошо двигается. Посмотри, как. Да, и отлично уклонился от удара. Да, посмотри на его защиту, как он двигается хорошо. Слушай, вот это не техника. торопит события. Очень качественно. Как ты и говорил, мы сейчас увидим один из самых техничных поединков. Да. Ну, посмотри. Да, прям выкладывается. Чернобровый так немного попадает, цепляется, сейчас пытается надо отбиваться. ему уходить. Кеуш пытается отстреливаться, но в принципе он держит эти удары, то есть то, что попадает по защите, он видит и пытается отвечать. Да, но тоже эти удары приходятся очень болючие, потому что это голые кулаки. Да. И посмотри, Кеуш не заряжает удары, он как-то просто так накидывает раз, два, три. Ну, я думаю, это пока первый раунд. Это боксерская, знаешь, тема вот эта вот, которая... Может, он еще не понял, что здесь на очки здесь не прокатит тема. Ну, слушай, то, как он разбирает своих оппонентов, так он, какой бой он показал видно, что первым. он техничный. Посмотри, как красиво Хорошо ушел от удара. Посмотри, у Влада уже рассечение есть, кстати. Да, над правым глазом. И так, прям полетел вперед, пытается корпус обрабатывать, но и корпусом хорошо работает Кеуш. Техничный просто. Да. Мне кажется, Кеуш хочет его вымотать. Посмотри, он не форсирует вообще. Да. Вот смотри. Сейчас правый залетит. Он хочет на почтальона его споймать. Ты посмотри, как он работает ногами. Да. Оп, смотри. Смотри, почтальон. Да. То, что я только что сказал. Блин, как это было красиво. Да, все технично. Пам-пам-пам. Слушай, мне кажется, у них даже прям план на поединок. Реально, первый раунд такой вымотать. Кеуш, посмотри, Олег Крутько его секундирует. Насколько ему грамотно все подсказывает. Да. Говорят. Он не будет форсировать. Мне кажется, что он в третьем раунде начнет его. Вот сейчас, да, отлично все очень залетел. технично. Молодец. Левый От таких боковой. поединков получаешь удовольствие, на самом деле. Надо ему уходить. Ты посмотри, как он работает ногами. Десять секунд готовность, бойцы. Судьи готовы? Так, у нас второй Судьи раунд. готовы? Кеуш Коля против Чернобрового. Давайте поддержим бойцов. Вот это ошибка Кеуша, 2 руки выкинуть. Пытается пристреляться. О, отличный боковой. но- Ручки выше надо держать Да. Кеушу. Да, так Посмотри, Влад очень красиво это тоже идет. Очень технично ныряет. Ну да, два Посмотри. технаря у нас тут. Да. Это такая красота, действительно. Красота О, смотри, бокса. смотри. Очень красиво. Да. Красота бокса, Увернулся, которая ударил. перенеслась в кулачные бои. Единственное, Кеушу надо руку держать. Очень низко начал опускать. Переднюю ручку. О, сейчас смотри. хорошо попал. Вот этот почтальон. Отлично. Правильно. Вот, очень хорошо. Где-то в область уха или туда он куда-то зарядил и по Хорошо, корпусу сейчас апперкот разрядился. хорошо. Есть поддержка. Смотри, какая Коля. поддержка. Просто мощная. Действительно. Ручки выше, смотри, он ручку. Глянь, как красиво. Резко, быстро. Если апперкот там подловил. Очень сильно. Хороший тайминг. А вот здесь набрасывает просто как на лапах. В таких моментах отлично обработал корпус. Про ручки надо не забывать. Иногда заигрываться. Есть такие моменты. Ну, посмотри, не сильные удары, но, блин, насколько они такие акцентированные и такие вот, ну, техничные. Они действительно техничные, да. Без перчаток для этого будет достаточно. Нет размашистых Все ударов. узко, все в коридоре. Кстати, хорошо подметил. Все в коридоре, действительно. Они прям вот видят вот так вот свою цель.
прямо перед собой. Оба вот так вот руки, особенно чернобровый, он руки прям к подбородку прижимает. Молодцы, пацаны. Руки невероятно техничный. Наверное, это один из самых техничных поединков. Приятно смотреть на уровень бойцов, которые показывают. Увернулся, ударил, увернулся. Единственное, где уже надо руку держать. Очень низко начал опускать. Очень хорошо попал. Десять секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, третий раунд. Кеуш Коля в желтых тейпах и чернобровый в черных тейпах. Столкнулись так немного головами, да. Слушай, Кеуш просто и великолепно держит дистанцию, и вовремя уходит, и работает корпусом, уклоняется от ударов. Невероятный технарь. Смотри, и видишь, апперкотом. там, да, встретил. Залетает очень ярко. Есть, даже смотри, как по-боксерски он давит, полностью накрывает своего оппонента. Боксерская школа у Кеуша очень высокая. Да, просто невероятно. Бой! Опять же, надо не забывать про то, что ему надо руки выше держать, потому что, видишь, уже подпускает. Да, есть, но не достает пока выключать ударами. Пока пытается держать его, удерживать Кеуш. Поддержка, конечно, высшая у него. Да, от этого много зависит, чтобы подбодрить оппонента. Посмотри, как он уклоны делает качественно. Он постоянно первый уклон в одну сторону, второй он выходит, уже и за спину заходит. Да, но здесь пропустил, ты был прав, ручку надо держать переднюю повыше. Конечно. Смотри, красиво. Это было красиво, дорогие друзья, вы просто кайфуйте от этого боя. Действительно, это кайф, красота, которая может быть в кулачных боях. Ребята реально показывают мастерство. Слушай, я такое ощущение, как будто попал где-то на чемпионат Украины по боксу. В финал. Ну, по-моему, Кеуш как раз и есть у нас мастер спорта Украины по боксу. Хорошо отработал. И попрошу заметить, 20 лет парню, у него большое будущее, реально. Просто невероятно. Последние секунды. Я в бокс пришел в 23. А здесь ребята уже с самого детства и просто аплодирую этому красивому поединку. Уважение этим спортсменам. Такая красота, действительно. Красота бокса. Смотри, очень красиво. Красота бокса. Вернулся, ударил. Бойцы на оглашение. В данном поединке единогласным решением судей впервые в нашей организации ничья. Ого, дорогие друзья. Возможно, это достойное Все решение. думали, что я скажу бойца кого-то, нет. Хочу, чтобы наш главный судья Слава Стельченко прокомментировал данное решение. Влад, Коля, классный бой. Бой очень ровный был. По раундам я вам скажу так. Первый раунд выиграл Влад. Второй раунд выиграл Коля. Пару попаданий точных было хороших справа. Влад где-то больше мазал во втором раунде. Третий раунд был ровный. Туда-сюда. То есть, так как у Влада травма, я считаю, что экстра раунд не нужен в таком случае. И да, тут еще и с рукой. Ребят, вы бойцы, молодцы, что я скажу. Бой ровный, и я считаю, что ничья будет честное, справедливое решение. На самом деле, я думаю, эти два бойца еще встретятся в реванше.
и докажут, кто из них лучше друг другу. Хочу поблагодарить, наверное, Влада, как менее титулованного бойца первого. Для него это хороший показатель, хороший опыт. Думаю, тренера согласятся, есть к чему расти. Красавчик, Влад. Спасибо тебе большое. И также хочу отметить Колю, который буквально двигается и работает на рефлексах. Это заслуга ваша и твоих тренеров, ну и твоей подготовки. Ты красавчик. В любом случае, вы оба заслуживаете бонусов. Первому дам слово Коле. Прокомментируй этот поединок. Здравствуйте. Ну, поединок был нелегкий. Рассчитывал на победу, немного не доработал. Но если будет еще вариант встретиться, почему бы и нет. Хороший бой, спасибо. Взаимно. Еще хотел сказать, у моего деда сегодня день рождения. Хотел, так сказать, привезти победу домой. Но я думаю, он даже и ничьи обрадуется. Вот. Ну и всем, кто меня знает, привет, там, смотрите, поддерживайте, будем дальше двигаться. Все, спасибо. Опять же, хочу поблагодарить всех, кто за меня топит. В первую очередь, спасибо своим пацанам. Пацаны, вам нет цены. Спасибо за поддержку, за тренировку. Также само хочу поблагодарить свой первый клуб бокса, в который я пришел, это «Авангард». Антон Николаевич Чумаков, большое вам спасибо. Также хочу еще сказать, Максим, мой братик, делай все, что я тебе говорю, и будешь сильнее, чем я. Все, спасибо вам. Я еще сюда вернусь и думаю, мы закатим еще хороший бой. Все, спасибо. Да, еще хотел сказать вот такую вещь. Я хотел бы сказать руководству клуба «Казак» большое спасибо за то, что я у них тренируюсь долгое время. Я очень вырос, спасибо тренеру, спасибо пацанам. Если кто не знает, наша команда Old School, пока и я только один ее представитель. Есть зал в Броварах, тоже Old School. Если кто будет в Броварах, заезжайте, потренируемся. Все, спасибо. Спасибо, ребят. Узнаем мнение нашего жюри. Артем, как оценишь данный поединок? Да, поединок был очень классный. Правильно ты говоришь, что надо давать бонусы ребятам. Здесь бонус нужно давать, я считаю, за самый техничный бой. Работали очень красиво. Мне понравилось, Коля показал сегодня там много нового, да, допустим, он в первом бою своем работал именно первым номером, постоянно поджимал соперника. Сегодня он больше на задней ноге работал, поменял стоечку несколько раз. Было приятно это увидеть, видно, что техничный боец. Чернобровый цыган тоже красава, характер показал. Бой был хороший, очень равный. В принципе, ничего дали справедливо. Я, может быть, немного чуть-чуть больше в сторону Коли склонялся, но здесь ничья, то есть без обид по-любому. Справедливо. Так что спасибо, пацаны, за красивый бой. Знаете, ребят, вы оба крутые спортсмены, вы оба крутые боксеры. И я бы хотел сказать то, что я смотрел сегодня, ну, грубо говоря, профессиональный какой-то бокс. Хоть и не было перчаток, но был реально бокс. Красивый, честный, очень зрелищный бокс. Обеим ребятам хочу сказать большое спасибо за данный поединок. Это выглядело очень красиво. Ну и здесь без реванша не обойтись. Также хотел отметить, кстати, то, что Коля очень круто чувствует дистанцию. Вот то, что я хотел отметить. Красавчик. Владислав, ну ты тоже красава. Вы лучшие пацаны. Ну, с результатом я вполне согласен. Даже если была бы какая-то победа, я бы все равно сказал, что это был бой достойный бой достойных людей. То есть вы красавцы, вы пример для подражания для многих. Вот те, кто будет сейчас нас смотреть, берите с этих ребят пример. Это красавцы. Очень отличные у нас бойцы, тоже звезды нашей организации. Я думаю, кто-то из них заберет пояс в данной весовой. Красавцы оба.